Эстония, Латвия и Литва на протяжении долгих лет зависели от энергосистемы БРЭЛ, объединявшей их с Россией и Белоруссией. Однако 8 февраля 2025 года они окончательно отключили свои энергосистемы от этого кольца. Важно отметить, что десинхронизация и последующее отключение — сложный технический процесс с потенциально серьезными последствиями для энергетической безопасности балтийских стран. Какие же риски и вызовы несет этот шаг для жителей и экономики региона? Этот вопрос имеет множество аспектов, которые требуют тщательного рассмотрения. Кроме того, ответ на него напрямую связан с будущим стран Балтии, ведь электроэнергетика — это фундамент современной экономики. Без надежного энергоснабжения невозможно нормальное функционирование практически любой отрасли. Следует также учитывать геополитический контекст. Страны Балтии — важнейшие союзники США и НАТО в Восточной Европе. Именно поэтому данная ситуация привлекла внимание военного эксперта и политолога Скотта Риттера, который недавно опубликовал большую аналитическую статью, посвященную этому событию. С одной из частей этого материала мы уже знакомили вас в предыдущем выпуске. Ссылка на него есть в описании. А сегодня мы предлагаем вам другой фрагмент его статьи, где он детально анализирует причины и последствия десинхронизации, оценивает риски и вызовы для стран Балтии, а также уделяет внимание техническим и экономическим аспектам и тому, как они могут отразиться на жизни простых людей. Итак, 8 февраля 2025 года произошло отключение стран Балтии от энергосистемы БРЭЛ. Безусловно, чиновники стран Балтии сделали все от них зависящее, чтобы это событие прошло без сбоев и аварий, однако это не исключает возникновение проблем в будущем. Эта мина замедленного действия может сработать в любой момент. Официально декларируемая цель — достижение энергетической независимости от России. Однако, если взглянуть на ситуацию реалистично, десинхронизация никак не соответствует национальным интересам Латвии, Литвы и Эстонии. Это исключительно политическое решение, навязанное извне. Это событие сопровождалось масштабной пропагандистской кампанией, которая должна была убедить жителей стран Балтии в правильности и безопасности этого шага. Людям рекомендовали игнорировать провокации и дезинформацию. 9 февраля состоялся большой концерт электронной музыки «Электросимфония», который также был частью этой пропагандистской кампании. Концерт, естественно, был платным. Почему бы не извлечь выгоду из такого информационного повода и не дать людям возможность отпраздновать победу? Иногда эта пропаганда граничит с абсурдом. Например, на веб-сайте эстонского системного оператора Elering можно прочитать следующее: приведет ли десинхронизация к перебоям с электроснабжением? Конечно же нет. Мы совместно с другими странами Балтии и нашими партнерами заблаговременно увеличили запасы энергии. Вопрос в том, как это вообще возможно. Электричество нельзя складировать как уголь или зерно. О строительстве крупных аккумуляторных станций ничего не сообщалось. Да и это слишком дорогостоящий проект. Известно, что аккумулятор — самая дорогая часть электромобиля. О строительстве гидроаккумулирующих электростанций, ГАЭС, речи также не идет. ГАЭС — это особый тип гидроэлектростанций, которые позволяют использовать избыток электроэнергии для закачки воды в верхний резервуар, а затем при необходимости эта вода может быть использована для выработки электричества. Кроме того, именно в процессе десинхронизации может возникнуть риск сбоев и аварий на электростанциях. Поэтому поверить в заверения о полной безопасности могут только люди, далекие от понимания принципов работы энергетических систем. В правительстве осознают серьезность возможных последствий. В Риге уже готовятся к развертыванию сети резервных генераторов для аварийного электроснабжения больниц, социальных учреждений и общественного транспорта. Состоялось экстренное заседание комиссии по гражданской обороне. Сейчас главная задача — обеспечить бесперебойное энергоснабжение в первые дни после выхода из БРЭЛ. Важно, чтобы у населения создалось впечатление, что все идет по плану и жизнь налаживается.
Если же проблемы все-таки возникнут, вину традиционно попытаются переложить на внешние силы, Россию, инопланетян или китайских диверсантов. Но проблемы, вероятнее всего, будут. Странам Балтии невероятно повезло с погодой. С тех пор, как летом 2022 года они отказались покупать электроэнергию у России и Беларуси, погода была практически идеальной для работы зеленой энергетики. Зимой 2022-2023 годов выпало большое количество осадков. Даугава была полноводной, и гидроэлектростанции работали на полную мощность. Начиная с 3 января 2023 года Латвия даже смогла экспортировать излишки электроэнергии, поскольку ее собственная генерация превышала потребление на 20-60%. Правда, на розничные тарифы для населения это никак не повлияло. Согласно данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии ЛВЖМС, август 2023 года стал четвертым по количеству осадков за всю историю метеонаблюдений, а в октябре регион накрыли проливные дожди. Судя по метеорологическим картам, осадки были сосредоточены в основном в центральной части Латвии, в бассейне Даугавы. Подобная ситуация наблюдается и в настоящее время. Хотя уровень воды в Даугаве несколько ниже, чем в прошлом году, он все равно достаточно высокий. Помимо этого, колебания температур воздуха способствуют образованию ветров, что положительно сказывается на эффективности работы ветряных электростанций. Однако такие благоприятные условия скорее исключение, чем правило. Бывают жаркие и засушливые летние месяцы, когда разница температур между водой и воздухом минимальна, и ветряки простаивают. Случаются и пасмурные зимние месяцы с незначительными осадками и практически полным безветрием. В таких условиях эффективность ветряной и солнечной энергетики стремится к нулю. Если летом ситуацию могут отчасти спасти солнечные панели, то зимой и они малоэффективны. Зеленая энергетика – это, безусловно, хорошо, однако она может быть действительно эффективной и стабильной только в рамках большой, хорошо сбалансированной энергосистемы, охватывающей разные климатические зоны и часовые пояса и объединенной развитой сетью мощных линий электропередач. Именно быстрый и беспрепятственный обмен электроэнергией между разными регионами обеспечивает стабильность и эффективность энергоснабжения. Например, энергосистема БРЭЛ охватывала 11 часовых поясов от Калининграда до самого Владивостока. Европейская же система НЦОЕ насчитывает лишь 2 часовых пояса, поэтому зеленая энергетика могла бы быть эффективна в рамках БРЭЛ, но не в небольших странах Балтии. Важно отметить, что даже в развитых странах Запада зеленая энергетика не является основой энергосистемы. В Европе преобладает прагматичный подход. Страны в первую очередь заботятся о своих интересах и благосостоянии своих граждан. Страны же Балтии действуют по принципу «назло врагам отморожу себе уши». Основу энергетической системы Латвии составляют ГЭС на Даугаве и теплоэлектростанции. В годы с нормальным количеством осадков доля ГЭС в энергобалансе страны составляла 55-70%. Когда не было необходимости экономить на газе и выполнять требования по снижению выбросов углекислого газа, ТЭС обеспечивали 18-35% выработки электроэнергии. В те времена Латвия полностью обеспечивала свои потребности в электроэнергии. Более того, она была частью единой энергосистемы, которая охватывала 11 часовых поясов и множество климатических зон. В настоящее время собственная генерация в Латвии составляет всего 38-80% от потребления, и это несмотря на то, что в стране уже построены ветряные электростанции, а к 2030 году доля ВИЭ должна достигнуть 50%. Стоит отметить, что латвийские ГЭС работают в режиме гидроаккумуляторов, накапливая воду в водохранилищах ночью и в часы пик, а затем используя ее для производства электроэнергии. В Эстонии же основу энергетического сектора традиционно составляли тепловые электростанции ТЭС.
Еще в 2017 году Эстония полностью обеспечивала себя электроэнергией и даже экспортировала 24% от общего объема генерации благодаря ТЭС, на долю которых приходилось 98% всего производства электроэнергии в стране. Приняв зеленый курс, Эстония намерена к 2030 году полностью перейти на возобновляемые источники энергии. Это привело к тому, что в 2021-2022 годах доля собственной генерации сократилась до 14,55%. Сейчас, благодаря строительству ВЭС, этот показатель вырос до 70%. На долю ветряной энергетики в Эстонии приходится в среднем 38% от общего объема производства электроэнергии. Что же будет, если погодные условия окажутся неблагоприятными для зеленой энергетики? Напомним, что суммарное потребление электроэнергии в странах Балтии в часы пик составляет 4100-4200 мегаватт. Собственная же генерация ГУ всего 2583-2646 мегаватт. Недостающие 1560 мегаватт приходится импортировать. Это уже сегодня является проблемой, поскольку пропускная способность 4 интерконнекторов, соединяющих страны Балтии с Европой, составляет в нормальном режиме 1875 мегаватт, а в максимальном — 2200 мегаватт. В экстренной ситуации перегружать линии электропередач никто не станет. EstLink-1 и EstLink-2 и так работают с перегрузкой 15-30 мегаватт. Поэтому даже небольшое снижение производства зеленой энергии, например, на 400 мегаватт или 14%, может спровоцировать энергетический кризис в странах Балтии, если такая ситуация продлится некоторое время. Это приведет к веерным отключениям, росту цен и усилению социальной напряженности. Наиболее тяжелые последствия ожидают Литву и Эстонию, где потребление электроэнергии выше, чем в Латвии. Если принять латвийское потребление за 100%, то в Литве оно составляет 186%, а в Эстонии — 126%. Латвия находится в более выгодном положении благодаря ГЭС, которые могут работать как гидроаккумуляторы. Однако у Латвии нет прямого соединения с европейскими энергосетями, а пропускная способность ЛЭП, связывающих ее с Литвой и Эстонией, недостаточна. Стоит отметить, что пропускная способность интерконнекторов — один из факторов, определяющих цену на электроэнергию на бирже Nord Pool. Чем она ниже, тем выше цена. Поэтому в случае энергетического кризиса в странах Балтии цены могут значительно вырасти. Быстрое строительство новых линий электропередач невозможно. Во-первых, такие проекты требуют много времени. EstLink-3, например, планируется запустить не раньше 2035 года. Во-вторых, это очень дорого. Стоимость Nordbolt составила 580 миллионов евро, включая 200 миллионов на преобразовательные подстанции. Цена Litpol-Link — 370 миллионов евро. Каждый из интерконнекторов EstLink стоил более 300 миллионов евро, причем более 100 миллионов евро вкладывали сами страны Балтии, а остальные деньги предоставлял ЕС. Кому выгодна десинхронизация стран Балтии с БРЭЛ и к чему она приведет? Она выгодна тем, кто стремится к ослаблению и дальнейшей дезинтеграции стран Балтии, усиливая их зависимость от внешних поставок энергии. Это приведет к росту цен, экономической стагнации, снижению уровня жизни и усилению социальной напряженности, а в итоге к полной утрате независимости. Кроме того, на Западе рассчитывают на создание энергетических проблем в Калининградской области. Литва уже планирует демонтаж линий электропередач между Белоруссией и Калининградской областью, что является политически мотивированным решением, противоречащим интересам энергетической безопасности региона. Десинхронизация с энергосистемой БРЭЛ — это очередной шаг стран Балтии к потере суверенитета, и этот шаг они делают добровольно. Уважаемые зрители и слушатели, согласны ли вы с выводами Скотта Риттера? Поделитесь своим мнением в комментариях.
Мы будем рады услышать мнение жителей стран Балтии. Предлагайте темы для следующих выпусков нашего канала. Если вам понравилось видео, поставьте лайк и подпишитесь на канал. Спасибо за просмотр.